Всем привет! В этом видео покажу, как правильно заточить цепь в домашних условиях, без особого труда. Нам понадобится лишь обычный круглый напильник для правки цепей и вот такого вот плана плоский напильник. Зачем, объясню позже. Итак, для начала нам нужно найти самый короткий и убитый зуб, подточить его и уже дальше все зубья подгонять под его размер. То есть у нас должны быть все зубья одного размера. Для распиловки дров, то есть для поперечного реза, нам нужно выдерживать угол в 30 градусов. Здесь у нас также на зубьях имеются насечки. То есть вот это вот насечка 30 градусов. При правильно подобранном напильнике у нас хорошо затачивается верхняя кромка зуба и автоматически затачивается боковая. Показываю. Вот так вот выглядит правильно заточенный зуб. И теперь все остальные зубья затачиваем по такому же принципу. При заточке цепи напильником есть один немаловажный момент. Когда зуб уменьшился более 50%, под такую цепь уже с тем же 325 шагом нужно покупать напильник на размер меньше, то есть 4 миллиметра. То есть изначально на цепи с 325 шагом у нас был напильник 4,8 миллиметра. Но когда вы сточили зуб больше, чем наполовину, используйте напильник 4 миллиметра. Иначе углы заточки у вас будут неправильными. Почему так? Да потому что зуб у нас немножко приподнят вверх, да, и чем больше мы его стачиваем, тем ниже зуб у нас становится. Поэтому нужно подбирать напильник под 4 миллиметра. То же самое у нас и с шагом 3/8 пика. То есть, к примеру, у нас на новой цепи нужен напильник 4 миллиметра. Но когда вы сточили зуб наполовину и больше, нужно использовать напильник 3,2 миллиметра. Вот как-то так. А теперь приступим к вот этому вот ограничительному зубу. Зачем он нужен и насколько его нужно стачивать. Смотрите, этот зуб у нас отвечает за глубину реза. То есть, если мы его сточим очень сильно, у нас зуб будет вгрызаться в дерево, ну, на большую толщину. Если сильно мало, у нас будет лететь мелкая стружка. То есть будет очень-очень мелко резать. Какой же здесь у нас должен быть зазор? Зазор у нас здесь в большинстве случаев 0,65 миллиметра. Этот зуб у нас стачивается под определенный калибр, они продаются в магазинах. Также не забывайте, что этот зуб нужно стачивать под наклоном. На нем также имеется насечка, под каким градусом спиливать этот зуб. И берем такой вот плоский напильник и вот такими движениями снимаем ограничительный зуб.
Вот как-то так. Кому было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.